Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами тема — это прогноз на ноябрь для водолеев, восходящих, солнечных, лунных водолеев по ведической астрологии. Если вы знаете свой асцендент либо восходящий знак ведической астрологии, то в таком случае вы можете смотреть это видео по восходящему знаку. Если вы не знаете точное время своего рождения, под каждым видео прописаны даты, в которые Солнце было в тех или иных знаках, и тогда смотрите для знака Солнца. Ну и если знак Луны знаете, то для него тоже можете смотреть. И ведических астрологов я приглашаю к себе на курс по Чарадаша Джаймини, который называется «Глубина Чарадаша». Запись на этот курс по ссылке в описании и в комментариях к этому видео. И теперь давайте обсуждать тенденции ноября для водолеев, тенденции какого-то улучшения, выхода из партнерского кризиса, я бы сказала. Прям вы очень сильно почувствуете перемены. Ну, сейчас буду рассказывать. Значит, со 2 ноября по 26 ноября Венера выходит из знака своего падения, из вашего 8-го дома гороскопа. Из дома кризисов, из дома стрессов выходит планета любви, планета отношений и самое главное планета, которая отвечает у вас за 4-й дом внутреннего счастья, то есть улучшается ваше психологическое самочувствие. Вот этот транзит Венеры, он в любом случае улучшит ваше психологическое состояние самочувствия. Помимо этого, Венера — планета отношений. И как планета отношений Венера выходит из такого непростого для себя положения. У вас там, в принципе, есть такие тенденции на то, что в октябре отношения могли как-то очень сильно просесть. Это не только отношения в браке, это отношения в коллективе рабочем, какие-то личностные отношения такие. Транзит Венеры по 9-му дому гороскопа дает возможность наладить отношения с руководителем, если они разладились, наладить отношения с отцом, учителем. Это могут быть еще обращения в госорганы по вопросам недвижимости, транспорта, какие-то зарубежные поездки и в целом повышение удачи, потому что хозяйка 9-го дома удачи пойдет по своему собственному дому. А следующее у нас событие 5 ноября в вашем 3-м доме гороскопа будет полнолуние. И полнолуние в 3-м доме гороскопа очень часто дает какую-то поездку, встречу с друзьями, братьями и сестрами, возможно, получение каких-то документов, оформление каких-то документов, что-то такое. Хобби, может быть, начало занятий на курсах каких-то. Вот такие результаты. С 9 ноября по 23 ноября Меркурий начнет свое ретроградное движение в вашем 10-м доме гороскопа, доме работы, карьеры, статуса, репутации. И начнет откатывать какие-то вопросы, касающиеся работы, касающиеся карьеры, касающиеся вашего статуса, репутации, касающиеся исправления каких-то ошибок в работе, исправления каких-то ошибок в официальных документах, которые вам даются как вот статусные, тоже может быть, а также в вопросах каких-то тайных договоренностей по работе, тайных переговоров, каких-то слухов. Но в целом Меркурий у вас тут болтается, поэтому 10-му дому гороскопа только как помеха, потому что этот транзит Меркурия по 10-му дому, он такой. Очень много надо за кем-то, наверное, исправлять и что-то анализировать в работе, но при этом Меркурий, как хозяин 8-го дома гороскопа, дома кризисов, стрессов, внезапных каких-то событий, он может мешать работать. То есть болтается вот так вот под ногами, можно сказать, и не дает работать. И вот Меркурий начнет выходить из 10-го дома обратно в 9-й дом, начнет откатывать результаты ваши вот устремления эти ноябрьские, к чему вы в начале ноября стремились, что вы хотели делать. Может быть, это все будет поставлено на паузу. И как интересно, что с 11 ноября по 5 декабря ретроградным станет Юпитер в вашем 6-м доме гороскопа, доме работы, рутины, доме, который у нас отвечает за режим труда и отдыха, за спорт, лечение, суды, кредитные вопросы. То есть и получается, что и Юпитер, и Меркурий будут откатывать результаты в сфере работы и договоренностей по работе, каких-то решений по работе, потому что Юпитер в 6-м доме.
Меркурий в 10 доме. Оба дома работы у нас под влиянием ретроградных планет. Будет что-то, какие-то вот перемены решений, перемены, может быть, не только ваших решений, но и тех решений, которые были вам обещаны, может быть, что-то такое. И еще перемены в уровне оплаты труда тоже могут быть, договоренности об оплате труда, об уровне оплаты труда могут пересматриваться какие-то вопросы. Но про транзит Юпитера я сняла уже отдельное видео, вы можете посмотреть, я там подробненько рассказывала, какие я вижу могут быть результаты по этому Юпитеру. С 16 ноября по 16 декабря в ваш 10-й дом работы и статуса зайдет Солнце, и это в принципе неплохо. У вас все вот будет крутиться вокруг работы, вокруг статуса, чем мне заниматься, что мне делать. Может быть, какие-то документы оформлять, получать, вот что-то, общественная деятельность какая-то. Солнце в 10 доме гороскопа — это период получения тоже прояснения, во-первых, прояснения каких-то вопросов, связанных с работой, со статусом, ясно, когда уже понятно, что делать дальше. Во-вторых, это транзит на то, чтобы искать работу, если у вас есть такие планы, искать работу, заявлять о себе как специалисте. И еще это транзит на то, чтобы получать статус через партнерство, через команду. Может быть, допустим, ваш отдел переименовывается. Либо кто-то из водолеев выходит замуж, женится. Это тоже статус через команду. Регистрируется где-то. Это все статусы через команду, в принципе, неплохо. Ну и 20 ноября будет новолуние в вашем 10 доме гороскопа, которое подтверждает получение нового статуса, либо новую работу, новую должность, либо вот, допустим, визу получили, паспорт получили. Это тоже может быть по новолунию в 10 доме гороскопа. Ну и новолуние в 10 доме может менять место жительства, либо давать тоже какую-то поездку, либо что-то менять в сфере транспорта. С 23 ноября по 29 ноября Меркурий в ретроградном движении вернется в ваш 9-й дом гороскопа и вернет вас в истории такие. Октябрьские, во-первых, которыми вы в октябре могли заниматься. Истории, связанные с детьми, с обучением, с какими-то проектами, с творчеством. Может быть, что-то вернуться доделать, может быть, что-то сделать еще раз, может быть, что-то переделать, может быть, такое, знаете, когда вы думали, что уже вы все сделали, а оказывается, что нет. Либо у вас появляется, когда вот у вас что-то не получилось, появляется попытка какая-то сделать что-то заново. То есть очень такая плодотворная история на самом деле, и особенно эта плодотворная история может касаться переговоров с руководителем, отцом, учителем, вот с такими вот людьми, с органами власти, когда вам повторно дают какой-то шанс что-то сделать в госорганах, какую-то процедуру, например, либо поговорить с руководителем по поводу отпуска, по поводу отдыха какого-то и так далее. Ну и что с 26 ноября по 20 декабря по вашему 10 дому гороскопа пойдет Венера. Вот очень хорошие у вас транзиты по Водолею, по регистрации брака, по получению статуса в партнерстве, в каком-то официальном союзе. Транзит Венеры по 10 дому гороскопа тоже на самом деле очень такой хороший. Это сильная для вас планета Венера, значимая, она будет укреплять сферу работы, сферу карьеры, сферу репутации, какие-то давать хорошие результаты. Также может быть такой результат, как повышение до уровня руководителя у некоторых водолеев. И у некоторых водолеев может быть такое, что что-то меняется, работа, дом. Допустим, вы меняете работу, и в связи с этим меняется место жительства. Либо наоборот меняется место жительства, в связи с этим меняется работа. Либо офис рабочий меняется, либо вот кабинет какой-то рабочий меняется. Что-то такое. Также по этому транзиту будет, скорее всего, такой результат, как получение официального статуса по недвижимости, по транспорту, что-то такое, документы какие-то, может быть, получить, особенно по транспорту, связанные с транспортом документы по транзиту Венеры по 10 дому. И по отношениям тоже, то есть транспорт, отношения по финансам тоже, может быть, статус подтвердить, что вы инвестор какой-нибудь. Вот такие вот результаты по этой Венере. И с 29 ноября по 6 декабря Меркурий пойдет по вашему 9 дому гороскопа уже в прямом движении, вот уже договориться,
доделать все дела, связанные с детьми, с обучением, с деторождением, с какими-то проектами, договориться о чем-то с отцом, учителем, руководителем, вот это вот все, когда Меркурий выйдет в прямое движение, это уже все у вас как бы появится возможность завершить то, к чему вы будете возвращаться. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на ноябрь 2025 года для водолеев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.